Друзья, всем привет! В Германии власти теперь у беженцев будут конфисковывать ценности и денежные средства, если они их найдут. И если вам эта тема, друзья, интересна, смотрите это видео до конца, и вы будете разбираться, в чем же проблема, да? Перед тем, как перейти к основной теме, друзья, хочу обратиться к украинским беженцам, которые сейчас озабочены тем, я имею в виду те, кто хотят остаться в Германии, жить после окончания временной защиты, после того, когда, слава богу, в Украине закончится война и наступит мир. Они не знают, что делать, просто много мне очень пишет, много задают вопросов и так далее. Друзья, если вы не знаете, какие документы вам собирать, я сейчас не буду сильно рекламировать, чтобы не забирать ваше время. Пожалуйста, вот моя электронная почта, написали мне имя, телефон. В двух словах: Роман, мне нужен список документов. Я этот список документов высылаю вам на вашу электронную почту абсолютно бесплатно с подробной инструкцией, что вам нужно делать. Вот и все. Вот моя почта. Пишите и получите абсолютно бесплатно этот список документов. Итак, в Германии опять очередной скандал в Баден-Вюртемберге. И этот скандал разразился в центре приема беженцев в Гейдельберге. И опять же он связан с просителями убежища. Но с просителями убежища из стран Африки и Ближнего Востока. Этот скандал и эта ситуация абсолютно не касается украинских беженцев. В чем же суть? А суть в следующем. Зачастую есть такие граждане разных стран, которые стремятся попасть в Германию, и они попадают в Германию. И вот когда они попадают в Германию, они прибегают к разным хитростям. Например, сирийский беженец, приехав в Германию, он прячет свои документы и называется выдуманным именем. То есть кто такой? Так зовут. Но на самом деле его зовут по-другому. Для чего же он так делает? Ну, это не только сирийцев касается, я как пример привожу, да. Он делает для того, что если в будущем, то есть, во-первых, его личность не установлена, то есть он вымышленным именем представился, немецкие власти это проверить не могут. И это делается с той точки зрения, чтобы его не могли отправить назад. Потому что, чтобы его отправить назад, допустим, если там был бы мир в Сирии и так далее, то Германия должна подать запрос, чтобы его забрали. То есть, а перед этим выяснить, есть ли такой гражданин и так далее. То есть, если у него паспорта нету, понимаете, в чем дело? То есть, нету, надо же личность его установить. И, соответственно, пойдет такой запрос, а Сирия ответит, что у нас такого нет. И он остается тогда в Германии. Это в двух словах. Я сейчас не буду, чтобы ваше время занимать, рассказывать там нюансы. Там этих нюансов много. Или приезжает гражданин Азербайджана, тоже прячет паспорт свой и представляется гражданином Сирии. Раньше так было. И говорит: а я из Сирии. Как они проверят? Никак. Вот меня зовут так. Понимаете, да? Граждан из бывшего СССР выявляют, но раньше такие случаи были, потому что немцы не понимали, где сириец, а где гражданин Азербайджана. Понимаете? Ну, было такое. И вот его поселяют, такого гражданина, в центр приема беженцев, уже в Германии, он там живет. Но власти немецкие уже прекрасно понимают эту уловку, эту хитрость. И что они делают? Выжидают, там проходит 2, 3, там 4 недели, этот уже беженец живет, представился, понятное дело, вымышленным именем. И если на него падает подозрение, что он свои документы спрятал, то через 2-3 недели миграционные власти приходят в этот хайм, там где он проживает, с обыском. Ну, это не обыск, это мероприятие по установлению, по нахождению его личных документов, которые могут подтвердить его личность. Вот так это называется. Потому что там подавали в суды, называли, что незаконно обыск проводили работники миграционной службы. Ну, суды отказали и написали, что это не обыск. Это такое мероприятие, которое предусмотрено законом. Это по закону так разрешено. И вот они приходят и начинают его там искать. И они ищут его личные документы. Еще раз повторюсь, документы, которые подтверждают его личность. И такие обыски довольно-таки успешны. До сих пор это делалось лишь в отдельных случаях и только тогда, когда беженцы не предъявляли паспорт или другие документы. Их проверяли для установления личности. Целью было в первую очередь найти документы. И это того стоило. Как утверждается, в прошлом году при 2100 обысках в центре приема примерно в 750 случаях были обнаружены документы, которые удостоверяют личность. И во время обысков, вот таких вот, ну, условных мы назовем обыск, да, осмотров, скажем так, у беженцев помимо документов находят еще и ценности, в том числе и денежные средства. И когда их находят, их конфисковывают.
И вот как раз таки вот эта конфискация вызвала возмущение и скандал. На каком основании, зачем вы забрали деньги там и так далее. Друзья, и это абсолютно законно. Такая конфискация этих денежных средств и ценностей абсолютно законна. Просто она в настоящее время, такие мероприятия по конфискации, они как бы широко не практикуются. В параграфе 7 закона о пособиях для лиц, которые ищут убежище, указано, значит, параграф называется «Доходы и активы». До получения пособий в соответствии с настоящим законом доходы и имущество, которыми можно распоряжаться, должны быть использованы получателем пособий и членами его семьи, проживающими в одном домохозяйстве. То есть, простыми словами, если беженец приезжает в Германию, просит убежище, и у него есть какая-то определенная сумма там, накоплений, с которыми он приехал, да, то он должен вначале потратить, использовать все эти накопления на содержание себя самостоятельно, а потом уже, когда у него деньги закончатся, он должен претендовать на получение денежных пособий от немецкого государства. Ну, таков порядок, и этот порядок прописан в законе. И такая практика существует во всех федеральных землях, но она, еще раз повторюсь, в принципе широко не применяется. То есть и как бы, власти миграционные не ставят задачей найти именно деньги. То есть ставят задачу найти документы, но в ходе вот таких вот осмотров, если находят деньги, они их конфисковывают. И то не во всех случаях. Фактически почти все федеральные земли изымают часть имущества у просителей убежища при наличии такового. В общем, в федеральной земле, в этом центре приема беженцев в Гейдельберге скандал. И этот скандал, по поводу изъятия денег, там поизымали деньги, была проведена там целая операция. Этот скандал дошел до министра юстиции этой федеральной земли. Попросили его прокомментировать публично. Он публично прокомментировал, и как раз он рассказал, что это абсолютно законно. И сослался на вышеуказанную мной тоже норму. Вот так. То есть думали, что это незаконно, думали, что он как-то должен отреагировать, там, наказать этих работников миграционной службы, которые изъяла деньги. А тут наоборот получилось по-другому совсем, что это оказывается абсолютно законно, и они действовали в рамках полномочий. Мало того, после этого скандала, я так понимаю, что уже инициатором выступил этот министр юстиции. Правительство этой федеральной земли дало четкую установку миграционным властям этой земли теперь проводить конфискацию ценностей и денежных средств у беженцев в обязательном порядке при их обнаружении. Везде. То есть теперь эту практику дали команду применять в обязательном порядке везде. В будущем у беженцев по всей земле будут конфисковывать ценности и наличные деньги, если они будут обнаружены во время проверки личности после прибытия в центр первичного приема. Теперь федеральная земля хочет распространить это требование на все 4 государственных центра первичного приема. Вот так, друзья, как говорится, довыеживались. Перед тем, как было скандал поднимать, надо было вначале изучить закон, видите? А по закону это все работает. Просто, опять же говорю, немецкие власти такие толерантные и лояльные, что они даже имея на это право, да, конфисковывать, они как бы этим сильно не, скажем так, не применяли это право и как бы людей оставляли, да, то есть только в каких-то, я так понимаю, случаях, когда, например, большая сумма была обнаружена, вот тогда они ее конфисковывали, а там если 2-3 тысячи, они этим не занимались. Вот так. Но теперь вот в этой федеральной земле будут конкретно проводить вот такие мероприятия и будут забирать все. Вот так. Друзья, что думаете вы? Как вы считаете, вот с моральной точки зрения, мы сейчас закон не обсуждаем, он есть и его надо выполнять, тут вопросов нет. А вот с моральной точки зрения, правильно ли вот такая постановка? То есть человек в принципе убегает от преследований политических там, или еще от чего-то, да, или там от тоталитарного режима, увозит с собой свои пожитки, вот, и просит убежище, и у него эти пожитки забирают. То есть он должен вначале потратить эти пожитки на себя, а потом уже, когда у него ничего нет, он будет уже получать денежные пособия от государства. Правильно ли такая позиция, с моральной точки зрения? Пожалуйста, напишите свое мнение в комментариях.